Всем здорово! В мире, помимо привычного и видимого нам физического, существуют также тонкие планы, на которых обитают всякого рода паранормальные существа. Демоны, призраки, фанаты кей-попа и все в таком духе. С ними взаимодействуют люди, именуемые экстрасенсами, среди которых есть обычный и ничем не примечательный паренек Шигео Кагияма. Ну, как непримечательный? Кунжутина с прической под арбузную корку, которая не обретает истинную форму в моменты экшена. Чмоня в обычной жизни, у которого ни друзей, ни даже опыта общения, но имба в мире экстрасенсов. Однажды в детстве, ища Эспера, который помог бы ему в контроле и управлении силой, Кагияма приходит к Аратаке Регену, который, по собственным словам, является величайшим экстрасенсом 21 века, способным изгнать хоть кого. Да, я! А по факту, кроме жесткого флекса под видом экзорцизма, массажа и раскидки соли, что, замечу, у нас уголовно наказуемо. Не пали нас, блять! Ничего больше из борьбы с духами не умеет. Бедненько. А вот шарлатанить, цыганить и всячески наебывать людей — это запросто, это прям его стихия. Но есть у него и минусы. И после знакомства у Регена созрел бизнес-план. Ну а что, не пропадать же сильным моба зря. И Шигео стал работать на еврея, чья зарплата 300 йен или 195 рублей. Где, блять, деньги, говнюк? А гению в лице Аратаки идут остальные 99% заработка. Ну а мобу в качестве бонуса еще иногда перепадает ужин. Также в их тему записался своего рода Каспер, зеленоцветная сопля по имени Ямочки, с грандиозными планами и амбициями, ждущий своего звездного часа. Благодаря сверхспособностям Шигео может левитировать, владеет телекинезом, знаком с анальным порабощением и последующим изгнанием духов. Но есть и другие финтиплюхи в рукаве, которые предстоит увидеть по ходу аниме. Сюжет аниме развивается вокруг моба и его роста как экстрасенса и личных качеств. То есть поиск друзей, своего пути и что вообще делать-то? Философский вопрос. Основные идеи, которые пытается донести тайтл, это принятие себя, каким бы ни был. Ловушка трапа! А что я тут делаю? Что не нужно скрывать и подавлять эмоции, ведь они часть тебя, и их подавление может вызвать психологические проблемы. Что все равны между собой, даже если у тебя есть силы спасти или уничтожить весь мир. Жизнь твоя стоит так же, как и у обычного работяги на заводе. И всегда нужно нести ответственность за свои поступки. Первое, что бросается в глаза при начале просмотра, это рисовка. И да, выглядит она, конечно, своеобразно, но за этой простой, словно нарисованной ребенком каракулей, есть собственный стиль, к которому со временем привыкаешь и ловишь кайфули. В общем, все по заветам автора Увана, это его фирменный стиль. Да и китайским детишкам-фрилансерам в подвале рисовать такое проще. Охуеть, спасибо, папаша! Точнее, как стиль. Что это за каракули ебаные? Он не умеет рисовать, и рисовкой манги занимается его коллега Мурата Юсуке. Но замечу, что во время битв анимация становится динамичная, жесткая и более серьезная. Кстати, Уана и Юсуке вы можете знать по лысому плащу, он же лысый из героев, он же Сайтама из Ван Панчмана. Из-за того, что Моб Психо 100 и Ван Панчман созданы теми же авторами, в аниме много отсылок на Сайтаму. И несмотря на сверхспособности, Шигео все еще подросток, со всеми вытекающими трудностями. Первая влюбленность, выбор, куда поступать после школы, найти друзей, все соответствующее, что делает его более человечным, а не просто нарисованным персонажем. Из-за чего в некоторые моменты его понимаешь и сопереживаешь. При просмотре у меня даже вспомнились некоторые моменты из подросткового периода. Как, например, «Меня носит». Всего выпущено 3 сезона по первоисточнику манги, которая выходила с 2012 по 2017 год. А аниме с 2016 по 2023 год. Снимала аниме студия Бонус, всего 37 серий, не включая пересказы. В тайтле много как комедийных сцен, так и есть драматические. Аниме исследует темы силы и ее влияние на самооценку, счастье и положение в обществе, а также важность саморазвития, дружбы и эмоций. По ходу произведения, встречая других экстрасенсов, моб применяет учение дяди Бена. С большой силой приходит и большая ответственность. Но сверхсилы не повышают тебя среди людей, а дают лишь тебе больше возможностей. Короче, классическая нарутотерапия. Ты не злой, ты не злой, ты не злой, ты не злой. Ты такой же, как и я. А я очень добрый. Но, а если она не действует, то на помощь приходит старая добрая шизофрения.
И тогда, ну, все, дружище, надо было раньше слушать. Тебе пизда. Мне это аниме очень понравилось, скажу больше. Оно даже попало в список любимых, что случается у меня гораздо редко. На Шикиморе оценка первого сезона 8,4 балла. И также 8,4 на аниме-лист. Аниме действительно годное и рекомендую посмотреть его всем, кто любит комедию, сверхъестественное и в целом необычные тайтлы. Также у меня есть нарезки приколов по этому аниме, ссылки будут в описании. И на телегу тоже. На этом все, и увидимся в следующих роликах, гайс.